Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать вот такую красоту. Сразу скажу, что можно использовать как красивую тесьму. В качестве вставочки можно использовать для создания украшения. Я на мастер-классе покажу, как вязать бусинку. Можете самостоятельно пришить пуговичку или застежку. Очень красивый получится ободок на голову, получится очень красивый браслетик, все, что вы захотите. И еще в конце ролика я покажу, как можно за счет арочек из воздушных петель выполнить на основе именно этой тесьмы начало работы. То есть именно начало работы сделать в виде такой тесьмы. Вот такая красота. Присоединяйтесь, будет очень интересно, много нового и интересного вы узнаете на моем мастер-классе. Для работы я использую крючок номер 2. Также я использую одну бусинку, покажу, как ее вязать. Она у меня используется в качестве застежечки. Вы можете взять пуговичку или любую застежку. Пряжа у меня полухлопок 160 метров в 50 граммах. Или вы можете взять 330 метров в 100 граммах. Начинаем выполнение нашего проекта с 7 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее ввожу крючок в первую воздушную петлю и выполняю соединительную. Колечко мое готово. И далее я начну выполнять основу для моих листиков. Смотрите, я выполняю 1, 2, 3, 4, 5. Арочку из 5 воздушных, накид на крючок и ввожу крючок в колечко. При этом я буду ввязывать еще и ниточку. И буду выполнять 2 столбика с одним накидом с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик с накидом, накид на крючок, второй незавершенный столбик с накидом, общая вершинка. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ввожу крючок. Первый столбик незавершенный и второй. И общая вершинка. То есть все то же самое. Основа для наших листиков готова. И теперь мы приступаем с вами непосредственно к выполнению самих листиков. Листиков, сердечек, как их хотите называйте. Что мы делаем? Мы выполняем 2 воздушные петли. 1, 2. Запомните их, я в дальнейшем буду подчеркивать и использовать эти 2 петли. Работу разворачиваю, выполняю накид на крючок. И смотрите, ввожу крючок, видите, вот снизу, то есть с изнаночной стороны. Вот таким образом. Это у нас с вами будет лицевая сторона, то есть навязка будет полностью по этой стороне находиться. И я начинаю выполнять 6 незавершенных столбиков с одним накидом. Выполняем. Первый незавершенный столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Напоминаю, мы выполнили 6 незавершенных столбиков с одним накидом. Далее мы будем провязывать вот таким образом. Смотрите, первый раз я провязываю только одну петлю. Далее я буду провязывать по 2 петли, пока у меня на крючке не останется 2 петелечки. И считаем. Первый раз провязали, далее второй раз, третий, четвертый, пятый и шестой. На крючке у меня 2 петли.
И теперь очень внимательно. Работу я разворачиваю. Вынимаю крючок, закидываю нить за работу и крючок как бы перебрасываю, захватываю 2 петли. Видите? Накид на крючок, и теперь буду провязывать такие же столбики, только над этим столбиком. 6 незавершенных столбиков с накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее очень внимательно провязываем точно так же и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. 3 петли провязываем вместе вот таким образом. Далее я выполняю 1, 2, 3 воздушные. Работу разворачиваю. Ввожу крючок под 2 воздушные вот таким образом и выполняю соединительную. Да, все правильно, видите, вот мои 2 воздушные и соединительные выполнили. Здесь просто нужно быть внимательным. Далее я ввожу крючок под арку, и под арочку я провязываю 6 столбиков без накида. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Я поправляю свой листик или сердечко, как хотите. Вот видите, в этом положении получается сердечко, в этом положении листик. И начинаю выполнять второй листик. Будем называть листиками. Второй элемент. Ввожу крючок в вершинку, выполняю соединительную. Далее 2 воздушные. Накид. Ввожу крючок снизу, да, с изнаночной стороны, видите. Беру поудобнее и буду провязывать 6 незавершенных столбиков и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее провязываем все точно так же. Первую петелечку, это первый раз, и считаем 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее работу разворачиваю, вынимаю крючок, рабочую нить перебрасываю, ввожу крючок в петелечку. Можете вытянуть побольше, чтобы она просто у вас не убежала. Вот таким образом. Накид. И вот мой второй столбик, под который я буду выполнять опять же 6 столбиков незавершенных с накидом. Вот они. Вот сюда. Внимательно смотрите и не спешите. 1, и считаем. 2, 3, 4, 5, 6. Я выполнила 6 столбиков с накидом незавершенных. Хочу обратить ваше внимание, вот моя арочка, она вот свободная, видите, да? Мы ее не трогаем, она нам не понадобится. И далее я провязываю точно так же, как и ранее. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петелечки на крючке у меня.
захватываю нить и провязываю их вместе. Далее 1, 2, 3, работу разворачиваю, ищу 2 петли, которые я, помните, в самом-самом начале провязывала. Вот они могут немножечко спрятаться, ничего страшного, вот они, видите, и выполняю соединительно. Мой сегмент готов, я останавливаюсь, и мы смотрим, что у нас получилось. Вот такие 2 красивых листика или сердечко мы с вами выполнили. Вы можете использовать этот сегмент для создания, допустим, сережечки или любого другого украшения. Можете просто для декора, да, использовать. Видите, очень нежно, очень красиво смотрится. Можно вот так сделать. Вот таким образом мы с вами выполнили наши 2, ну, скажем так, листочка, да. И далее мы будем выполнять основу для наших следующих листиков и для нашего следующего сегмента. И мы продолжаем с вами работу. Напоминаю, после того, как мы выполнили соединительную по 2 воздушные, мы находимся на изнаночной стороне нашей работы и будем выполнять основу для нашего следующего сегмента, для наших листиков. Что мы делаем? Мы выполняем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее накид на крючок, и я ввожу крючок во вторую вершинку. Очень внимательно пропускаю вершинку от соединительной, пропускаю вершинку первого столбика без накида и во вторую вершинку. Я работу разверну, и вы должны убедиться, что это действительно вершинка второго столбика без накида. Видите, да? Далее я выполняю столбик с накидом незавершенный. И накид сюда же, в эту же вершинку, выполняю столбик с накидом незавершенный. Общая вершинка. Мы с вами выполнили 2 столбика с накидом, с общим основанием и общей вершинкой. Далее мы выполняем арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили накид, и точно такие 2 столбика мы выполняем через 2 вершинки. Пропускаем 2 вершинки в третью от провязанной, вводим крючок, первый столбик незавершенный, второй и общая вершинка. Наша основа для листиков готова, для следующего сегмента. Далее мы выполняем все точно так же. То есть что мы делаем? Мы выполняем 2 воздушные, работу разворачиваем, выполняем накид. Я ввожу крючок с изнаночной стороны, захватываю 1 столбик, видите, да? Вот. Эти листики пока я отодвину, чтобы вам было хорошо видно. И начинаю провязывание. Я начну выполнение, вы дальше продолжите самостоятельно. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Напоминаю, 6 столбиков с одним накидом незавершенные. Первое провязывание, второе, третье, четвертое. Пятое и шестое. Далее работу разворачиваем, вытягиваю крючок, закидываю нить и ввожу крючок уже с моей лицевой стороны. Накид и выполняю следующую половинку. Так вы выполните, помним, да? Далее мы выполняем
столбики, еще один листик и далее. Все точно так же, как выполняли ранее, переходим на выполнение следующего сегмента. Все очень просто, вяжется быстро, получается очень-очень красиво. Я выполнила второй сегмент. Давайте еще посмотрим. Видите, да, вот такая красота у нас с вами получается. И на чем хочу еще остановиться. Смотрите, после того, как я выполнила соединительную по 2 воздушные, помним, да, вот она. Не забываем, как перейти от одного сегмента к другому. Я просто это повторяю. То есть мы выполняем арочку 1, 2, 3, 4, 5 из 5 воздушных, накид. И далее вершинка столбика первого, во вторую вершинку начинаем выполнять основу. Первый незавершенный столбик, второй, общая вершинка, арочка из 5 воздушных и так далее. То есть так мы с вами продолжаем выполнять нашу тесьму, наш шнур, наш проект на необходимую нам длину. И после того, как мы с вами выполнили наши красивые листики на необходимую нам длину, видите, да, вот такая красота у нас с вами получилась, я покажу, как можно закрепить бусинку при выполнении последнего ряда листиков. Смотрите, после того, как мы выполнили соединительную, мы же выполняем с вами здесь столбики без накида. Выполняем 6 столбиков. Сначала мы выполним 3. 1, 2, 3. Далее, что я делаю? Я вытягиваю петлю, беру бусинку, одеваю ее на мой крючок, захватываю нить, протягиваю. Далее опять выполняю 3 столбика без накида. То есть все, как мы с вами выполняли, помните, да, 6 столбиков. И подтягиваю. 1, 2, 3. Вот мы с вами бусинку и закрепили. Видите, очень просто, красиво, и она у нас с вами послужит застежечкой. Вот таким образом. Еще хочу обратить ваше внимание, если вы не хотите ввязывать бусинку, да, вы можете просто пришить любую пуговичку или застежку. Я начну выполнение листика, введу крючок и выполню 2 воздушные и остановлюсь, пока листик у меня не готов. Просто покажу, что вот наша петелечка, которая в начале, да, образовалась. Ниточку я просто еще не убирала. И вот оно застегнулось. И будет очень красиво и интересно смотреться. Можете пришить любую застежку или пуговичку. Я вам показала, как вязать бусинку. После того, как я выполнила листик последний, смотрите, я показываю, как завершить ряд. Я выполнила 3 воздушные, ряд и свой проект. Далее я ввожу крючок под 2 воздушные, то есть выполняю все то же самое, соединительную. И все, и на этом этапе я могу нить обрезать. Я захватываю и подтягиваю. Все, дальше я ниточку убираю. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую красоту. И как я уже говорила, использовать вы можете совершенно по-разному, начиная от создания браслетика. Научились мы с вами бусинку вязывать, можете любую застежечку пришить. Можно сделать браслетик, можно сделать повязку на голову. Очень красиво и интересно будет смотреться. Опять же, можно сделать украшения на шею, то есть можно декор сделать, лямочки, все, что вы захотите.
И еще хочу обратить ваше внимание, смотрите, я переворачиваю на изнаночную сторону, и видите, у нас с вами вот такие арочки. И именно эти арочки могут послужить великолепным началом работы для любого изделия. То есть вы выполняете тесьму, далее вы обрываете ниточку или можете привязать, у вас, допустим, это тесьма одного цвета, вы привязываете нить другого цвета и начинаете за счет этих арочек выполнять тот узор, который вам необходим. То есть очень легко, просто и интересно. Это может быть и шапочка, и кофточка, и все что угодно. Смотрите, то есть, ну вот, я просто начну выполнение, покажу вам принцип, да. То есть я выполняю 3 воздушные петелечки и, допустим, выполняю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. И 5-й столбик у меня заменяет 3 воздушные петли подъема. Далее я выполняю, допустим, 1 воздушную. При выполнении узора вы обязательно смотрите, чтобы вас просто не затягивал этот узор, а хорошо лег уже на вашу основу. И опять выполняю 5 столбиков, допустим, с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушно и так далее. И смотрите, вот видите, у вас уже начало вырисовываться ваше полотно. Здесь может быть сеточка, то есть буквально любой узор, который вы захотите. Вот за счет арочек очень удобно присоединяться. Спасибо, что смотрите меня. До новых встреч и творческих вам успехов!